За 100 лет внешний вид изменился не только у танков. Современный экипаж, управляющий набитой электроникой машиной, не похож на чумазых танкистов времен Второй мировой. И совсем мало общего имеет с теми, кто вел в бой первые танки с кольчужной маской на лице, с револьвером в кармане и с кинжалом на поясе. У конструкторов первых танков задача была одна – подтащить пушки и пулеметы как можно ближе к позициям пехоты. Но источники вдохновения для решения этой задачи были разные. Англичане строили свои машины с оглядкой на флот. Деньги на разработку выделил Черчилль из фондов Адмиралтейства. При нем же создали комитет по сухопутным кораблям. Название «танк» появилось позднее и, в общем-то, случайно. Поэтому неудивительно, что первый в мире серийный танк Марк-1 внутри напоминает машинное отделение корабля. Орудия в спансонах, корабельные пушки – все это досталось танкам от военно-морских сил. Потом, конечно, между танками и флотом становилось все меньше общего. Но англичане еще долгое время будут использовать в танкостроении корабельные марки брони. И до сих пор свой парк бронетанковой техники они называют «флот». В экипаже первого серийного танка Марк-1 было 8 человек. Командир, водитель и 2 его помощника. Потом, если танк нес пушки, 2 наводчика и 2 заряжающих. Либо 4 пулеметчика, если танк был чисто пулеметным. Иногда был и 9-й, стрелок, который оборонял тыл машины. Систем связи было несколько. Для связи на дальние расстояния у командира была клетка с почтовыми голубями. Но так хорошо зарекомендовавшие себя в полевых условиях птицы в танках часто предательски дохли от выхлопных и пороховых газов. Для ближней связи командир мог использовать сигнальный флаг и набор сигнальных ракет, а также неуставные формы – руку, высунутую из люка, или лопату. Но все эти инновации были ненадежны. Лучшим способом было просто отправить посыльного. Внутри танка переговорных устройств не было. Никаких. Командир крепил боевое братство криками и выразительными жестами. Поскольку танки создавались быстро и под конкретную задачу, дизайн их был чисто утилитарным. Думал ли кто-нибудь об удобстве работы экипажа? Наверняка, но недолго. Двигатель стоял прямо в боевом отделении. Он насыщал воздух выхлопными газами и в считанные минуты поднимал температуру до 40 градусов Цельсия. Во время боя в коктейль добавлялись пороховые газы отстрелянных гильз. Отравления этой смесью были рутиной для танковых экипажей. Все начиналось с головной боли, а заканчивалось бредом и обмороками вплоть до летального исхода. Иногда танкисты прямо во время боя выскакивали из машин, чтобы отдышаться. Для того, чтобы Марк-1 поехал, требовались усилия 4 человек – водителя, 2 его помощников и командира танка. Командир отвечал за тормоза гусениц правого и левого борта. Работа наводчика тоже была далека от современных представлений о комфорте. Он вел стрельбу, стоя на коленях. Орудие наводил с помощью плечевого упора. За полем боя танкисты наблюдали через смотровые щели. Даже если пуля попадала рядом, в них летели брызги расплавленного свинца. На более поздних моделях ромбов щели пытались закрыть стеклом, но оно не выдерживало. 80% ранений экипажей в то время – повреждения лица и глаз. Для защиты танкисты носили очки с остальными пластинами, с прорезями или сеткой, и плотные кожаные маски, усиленные металлом и кольчужным полотном. Вид у них, конечно, был экзотический. Экипажи проходили специальные курсы по стрельбе из личного оружия. Им на самом деле часто приходилось отстреливаться от вражеской пехоты через специальные лючки в корпусе танка.
В общем, условия работы первых английских танкистов очень точно описывают слова «ужасный», «адский» и синонимы к ним. Немцы вступили в клуб танковых держав позднее, уже внимательно изучив британские танки. Но у них был другой источник вдохновения. Не боевой корабль, а скорее крепостной форт. И у них получился А-7 «Фау». Симметричный, приспособленный к круговой обороне и вылазкам. Комфортный по сравнению с английскими танками. А-7 «Фау» установил рекорд, который так и не был побит с 1917 года. Это машина с самым большим экипажем в истории танкостроения. 18 человек. Командир, водитель, заряжающий, наводчик, 2 механика и 12 пулеметчиков. Больше могло быть только у не шагнувшего дальше макета немецкого же танка «Колоссаль-Ваген». Расчет пулемета А-7 «Фау» состоял из 2 человек. Невиданная роскошь и большая ошибка для бронетехники. Такого не было ни до, ни после. У пулеметчиков были сиденья, у наводчика орудия – кожаное кресло. Командир руководил орудийным расчетом танка с помощью остроумного механизма. Перед пушкой был закреплен указатель на цель, который он поворачивал с помощью троса, и панель с 2 лампочками – белой и красной. Если горела белая, это значило «внимание», красная – «огонь». Включены обе – прекратить огонь. Позднее лампочки поставили и пулеметчикам. Теоретически, водитель мог управлять этой машиной в одиночку. Проблемой был обзор. Водитель видел только то, что располагалось дальше 9 метров от танка. Все, что ближе, попадало в слепую зону. Так что на практике водителю помогали механики, которые корректировали движение, глядя в лючки в бортах. У экипажа, который так и хочется назвать гарнизоном, кроме вооружения, собственно, танка, были в распоряжении пулемет МГ-08-15, 10 карабинов «Маузер», пистолеты и 20 ручных гранат. Хотели дать еще огнемет, но что-то не срослось. Ни один танк так им и не был укомплектован. Было у А-7 «Фау» и английских ромбов кое-что общее – проблемы. В немецком аппарате было также жарко и шумно. Трясло, правда, поменьше. Проблемы гигантской фауны времен зарождения танкостроения решил маленький, но прогрессивный Renault FT-17. Двигатель стоял изолированно от экипажа, не нагревал танк и не так шумел. Благодаря новой компоновке у механика-водителя был лучший обзор. Вращающаяся башня давала командиру возможность эффективно наблюдать за полем боя и вести круговой обстрел. Его не так трясло, и он был дешев. Неудивительно, что FT-17 стал законодателем моды в танкостроении. По его образу и подобию строились новые танки по всему миру. И как следствие, машины 20-30-х годов унаследовали те же проблемы – малочисленный и перегруженный обязанностями экипаж. Экипаж «Рено» состоял из 2 человек, и если водитель управлял танком, то командир отдувался за 3. Кроме своих непосредственных обязанностей, он был еще заряжающим и наводчиком. Итого, он командовал водителем, наблюдал, выбирал цель, наводил орудие, стрелял. Башню поворачивал тоже он, усилием плеч и спины. Командир делал слишком много дел одновременно. Он был перегружен функциями. И это было характерно для всех танков, выпущенных в период между 2 мировыми войнами. Характерный пример – французский танк Б-1. Вес 32 тонны. Экипаж 4 человека. Не только его командир традиционно совмещал 3 роли – командовал, наводил, стрелял. Даже механик-водитель, который нигде и никогда не делал ничего, кроме управления танком, в этой машине
должен был стрелять из пушки. Окончательное решение проблем по оптимальной численности и распределению функций экипажа затянулось на 2 десятилетия. В целом, к финалу Первой мировой войны в танках появилось множество новаций, которые сделали жизнь экипажа намного удобней и приятней. На Марк-5 смотровые щели впервые закрыли триплексами. В Марк-8, последнем из серийных ромбов, поставили внутреннюю систему связи. Сначала переговорную трубу, потом ее заменили внутренним телефоном с наушниками и ларингофоном. Функции членов экипажа все больше приближались к привычным на сегодняшний день. Водители постепенно стали механиками-водителями и, кроме управления танком, взяли на себя функции ухода за ним. Позже появились компактные радиостанции. Они решали проблему внешней связи танков, и кто-то из членов экипажа брал на себя функции радиста. В плане военной техники 20-30-е годы были временем смелых экспериментов. Один из самых невероятных провели в СССР. Там не только создали, но и приняли на вооружение танки на дистанционном управлении или телетанки. Работали они парами: машина управления, из которой по радио отдавались команды, и телетанк, который нес вооружение. Экспериментировали с разными моделями. С МС-1, с танкетками Т-27, с танком БТ-7. Самой удачной оказалась разработка на базе Т-26. Вот ее на вооружение и приняли. Телетанк Т-26 был вооружен огнеметом и пулеметом. Телемеханические группы применяли на Карельском перешейке, при штурме укреплений линии Маннергейма и в приграничных сражениях Великой Отечественной войны. Однако уровень развития техники не позволил этому любопытному оружию стать распространенным. Обычные танки, по сравнению с телемеханическими группами, были эффективнее. Проклятие ФТ-17, из-за которого командиры выполняли много разных дел одновременно, висело над танками до середины 30-х годов. Конец широкой специализации экипажей положили немцы, когда выпустили Panzerkampfwagen-3. Его экипаж состоял из 5 человек: механик-водитель, стрелок-радист, наводчик, заряжающий и командир. Остальные к четкому распределению ролей пришли только к началу 40-х годов. Советский танк Т-34 принимался на вооружение через несколько лет после ПЦ-3. Его экипаж – 4 человека: механик-водитель, заряжающий, стрелок-радист и командир, который заодно выполнял функции наводчика. В ходе войны из танков исчезли стрелки-радисты. Они оказались лишним звеном. Вообще, это было странное решение, что командир танка принимает приказы начальства через посредника. Функции радиста передали командиру, на чем выиграли дважды. Скорость реакции на приказ повысилась, количество членов экипажа снизилось. Сейчас в большинстве танков экипаж состоит из 4 человек. Исключение – ОБТ советской школы и некоторые французские машины. На этих танках вслед за радистом в экипаже отпала необходимость и в заряжающем. В 1967 году на вооружение был принят танк Т-64. Его экипаж состоит из командира, наводчика и механика-водителя. Сокращение достигнуто за счет внедрения автомата заряжания. Первыми убрали заряжающего французы на своем АМХ-13. Там был установлен механизм заряжания. За казенником пушки стояло 2 барабанных магазина, по 6 снарядов каждый. Механизм обеспечивал бодрую стрельбу в темпе 10-12 выстрелов в минуту. А после расходования боекомплекта начинались проблемы. Чтобы перезарядиться, танк должен был выйти из боя. Полноценный автомат заряжания французы поставили только на Леклерк. Его разработали в 80-х.
Автоматическое заряжание Т-64 осуществляется из механизированной боеукладки. Снаряд и заряд выводятся по оси орудия. На линию заряжания и досылания они подаются электрогидравлическим подъемником и перемещаются в зарядную камору одним ходом досылателя. После выстрела поддон улавливается специальным механизмом и перекладывается в освободившийся лоток. Если автомат откажет, орудие можно заряжать и вручную. К сожалению, скорострельность при этом будет значительно ниже. Автомат заряжания и плотная компоновка обеспечили Т-64 малый забронированный объем, небольшую массу при мощной бронезащите и низкий силуэт в сравнении с машинами других стран. Он стал характерной чертой танков советской конструкторской школы. Несмотря на плюсы, автомат заряжания не стал общепринятым в танкостроении. В башнях американских «Абрамсов», германских «Леопардов», британских «Челленджеров» по-прежнему трудятся заряжающие. Что касается перспектив, то все зависит от развития техники. Уже были проекты, где экипаж танка состоял всего из 2 человек. Но что-то там не заладилось с системами управления и ценой, как у чугунного моста. Возможно, на подходе вторая попытка. А дальше неугомонная конструкторская мысль доберется до создания автоматических боевых машин.